Hi and welcome back to my channel. Меня зовут Кирилл. В сегодняшнем видео вы узнаете, как выучить английский за 2 дня. No, that's impossible. Пользуясь случаем, хочу напомнить, что у меня есть Instagram и Telegram, handle для обоих каналов Kirill's_English. Английский – это стиль жизни. То есть, если вы изучаете его серьезно, вы изучаете его для какой-то своей цели. Если у вас нет цели, то ничего не получится. В сегодняшнем видео мне хотелось бы поговорить об основной проблеме, как мне кажется, из моего личного опыта, по которой вам трудно говорить по-английски. И проблема это номер один, это когда вы пытаетесь выстраивать сложные предложения в голове, опираясь на модель своего родного языка. Большинство у меня людей, собственно, русскоговорящие, поэтому будем говорить про русский язык. То есть в голове у вас всегда есть какое-то лекало, какая-то калька. Особенно если вы начинаете говорить по-английски. Если бы вы не начинали, вы бы мои видео не смотрели. Поэтому я так думаю, что вам это очень необходимо, потому что вы, так сказать, начинающий или продолжающий пользователь ПК в устном английском. Помните, что у нас навык понимания на слух всегда в несколько раз превышает то, что мы можем сказать. Это совершенно нормально. Мы это в данном видео не обсуждаем. Нам нужно конкретно поговорить с вами об устной речи. То есть спонтанная речь. Не что-то мы там запомнили, пересказали. Это никак на вашу речь не влияет. Вам нужно в определенный момент не, как говорится, не замешаться, а сказать то, что вы хотите сказать, и сделать это по правилам языка, на котором вы говорите. То есть не перевести дословно и сохранить тот же порядок слов и те же самые части речи, а поменять их, то есть сделать такую локализацию. То есть еще раз, когда вы пытаетесь говорить на английском языке, в любом случае вы переводите. В голове у вас всегда будет родной язык. Это когда у вас уже очень большой опыт разговора на иностранном языке, у вас навык автоматом все из вас вылетает, и то тогда тоже сохраняется все-таки. Основной язык никуда не делать, не спрятать, и это совершенно нормально. Я знаю, что очень много видео, посвященных тому, что как научиться думать на английском языке. Не нужно ничего учиться. Во-первых, это невозможно сделать, потому что это очень все субъективное понятие, и мы даже не знаем, думает ли человек на каком-то языке, или вообще он на нем не думает. Поэтому этот маркетинговый, так сказать, эту маркетинговую замануху мы оставим, пускай другие про нее говорят. Мы же обратим свой взор конкретно к структуре английского языка. Значит, что нужно знать каждому абсолютно, кто начинает осваивать устную речь? 2 вещи. Это подлежащее и сказуемое. Когда мы пытаемся выстраивать предложения, в русском языке у нас же как? Чем больше вензелей вы накрутите, тем прилично. Но тем считается, что у вас очень богатый язык, красивый и так далее. Еще есть такой момент, что нам очень часто хочется выпендриться, кого-то удивить или еще что-то. Помните, что в культуре англофонов такого нет. То есть вот если это прокатит в вашей родной культуре, это не значит, что по социальным нормам этой культуры вам это нужно делать. Это во-первых. Во-вторых, нужно это делать всегда, если для этого существуют предпосылки и контекст. В большинстве случаев у мигрантов только одна задача – survival skills, особенно если вы только приехали недавно в стране. Поэтому вы выстраиваете предложение подлежащее, сказуемое. Вы упрощаете все свои предложения, которые в русском языке начинаются хрен пойми с какого слова. В английском языке вам нужно их молниеносно привести к формуле подлежащее, сказуемое, причем подлежащее деятель, сказуемое это тот действие, которое он совершает. Пример. Вам нужно быстро спросить или сказать: завтра будет дождь. Вам нужно найти подлежащее здесь. Оно здесь неявно. И таких примеров, таких предложений у вас будет много, потому что в русском языке мы любим дропнуть подлежащее. И глагол тоже любим дропнуть. Ночь, улица, фонарь, аптека, собственно. Он там есть, но мы его не проговариваем. В английском языке у вас будет подлежащее и сказуемое. Завтра будет дождь. У меня, кстати, было видео на эту тему, если вы помните. Какое здесь подлежащее? Вам нужно знать, что в английском языке, если нет подлежащего,
либо нужно как-то переделать формат предложения, либо поставить dummy noun. Dummy noun бывает двух видов, либо it, либо there. И здесь вы ставите is на первое место, потому что вы знаете, когда спрашивают про прогноз погоды, чаще всего говорят просто is it supposed to rain tomorrow или is it supposed to snow. Если вы начнете переводить с русского языка на английский дословно, у вас может получиться очень малопонятное предложение именно для англофонов. Очень часто я встречаю с людьми, которые... Вот вы им говорите, что так предложение не выстраивается. Но люди не понимают, что для них, как для русских людей, это звучит на родном языке нормально, значит априори должно звучать нормально и по-английски. Я что-то словами заменил. Но нет, англофону это непонятно, потому что, смотрите, порядок слов в английском языке фиксированный не просто так. Можете ли вы ответить на вопрос, почему в английском языке порядок слов фиксированный, very rigid, у вас подлежащее, сказуемое, потом все остальное. У вас не может быть, как в русском языке, мы можем их менять местами. Почему так происходит? Происходит это все потому, что английский язык в процессе своего исторического развития, эволюции потерял флексии, падежи. Там было падежей больше, чем в русском языке. Они все остались в древнем английском. Также и флексии. У нас осталось только 8 флексий, это окончание, система окончаний, например, иди, в английском языке. То есть, если в русском языке эта зависимость между словами, она показывается через вот эти падежи и окончания. То есть, если я скажу «идет», один глагол вам дам, вы никогда в жизни не подумайте, что я говорю про себя. Почему? Вы ответите сами на свой вопрос. Почему «идет» для вас всегда это будет третье лицо? Почему «я» или «мы» вы никогда не подумаете? По этой же причине в английском языке должен соблюдаться строгий порядок слов, чтобы вот эти вот взаимоотношения, назовем их так, возьмем в кавычки, между словами сохранялись. То есть для англофона, для его мозга, эта склейка помогает понять, кто, с кем, сколько раз. То есть это все специально делается, чтобы вообще был понятен смысл. Поэтому, когда вы пытаетесь, исходя с русского языка, что-то там нагромоздить, и особенно если у вас не хватает никакого навыка, вы хотите кого-то удивить, forget about it. Don't show off. Make sure your sentence is short and concise. Вам, главное, нужно сделать так, чтобы вас поняли. Понимаете, да? Не удивить кого-то. Сделать так, чтобы вас поняли. Для этого вы упрощаете все предложения. Подлежащее и сказуемое. Допустим, вы звоните по телефону куда-то, вам нужно разобраться, или на почту пришли, говорите, мне посылку не доставили, что за ерунда. Такие предложения, которые начинаются со слов «меня», «мне», представляют трудность для многих учащихся. Почему? Потому что в английском языке нету вот этих вот, там слово одно, оно me, но вы не можете поставить «мне» не прислали, на первое место поставить слово me. Это получится «моя», «твоя», не понимай. Вам нужно в именительном падеже поставить. И как раз вот этот вот навык, что подлежащее «мне» не доставили, вам нужно быстро сделать предложение в голове, переформатировать его в «я не получил». По формуле подлежащее кто, если мне, то я, что этот деятель сделал или не сделал, не получил. I didn't get the package. На худой конец можно спросить where is my package? Ну, со старта спрашивать так невежливо. Подходим к другому моменту. Нужно знать социокультурные особенности языка той страны, где вы собираетесь проживать. И мы опять же возвращаемся к цели. С какой целью вы изучаете язык? У многих нету этой цели, и поэтому результат никакого не достигается. Где вам английский нужен? На работе. Он вам нужен конкретно для какой работы? Может быть, вы работаете в больнице или в школе, подрабатываете part-time, пока приехали, пока посмотрите, как здесь все. Где? То есть узконаправленная какая-то. Не может быть английский для какого-то всего. То есть вы не будете знать, куда вам примкнуться. Почему нам трудно по-английски говорить? Вот именно неумение находить подлежащее и сказуемое в сложных предложениях, когда в голове у вас русский текст идет бегущей строкой, нужно натренироваться, нужно это заниматься нужно специально. Это нужно обращать внимание, как англофоны выражают какие-то мысли. Вот вы смотрели какую-то передачу, там сложная какая-то новостная повестка, и какое-то предложение совершенно простое. Вы думаете, блин, по-русски это бы так бы запутанно было, подлежащее, фиг поймешь где, может быть его даже нет. В английском языке всегда оно есть. И последний момент, самый важный. Почему при опросе большинство англофонов говорит, что люди иностранцы очень часто грубят нам, и происходит это не потому, что кто-то очень грубо, а потому что просто люди не знают, что просьбы нужно всегда выстраивать через
Hedging. Hedging — это когда мы добавляем слова, которые смягчают прямолинейность. Вы знаете, модальные глаголы нам всегда в этом помогают. Could you, would you, I was wondering, would you mind и так далее. Их целая куча. Но без знания социокультурного компонента невозможно выстроить предложение. То есть, какой главный мой вам совет, как от человека, который давно в профессии и пытается помочь людям выражать мысли на английском языке? Упрощайте все ваши предложения, не пытайтесь никого удивить. Делайте всегда подлежащее первым глагол. Даже если у вас предложение в пассивном залоге, мне не прислали, мне не доставили. Если можете управлять страдательным залогом, флаг вам в руки. Если не умеете, переделайте это все в активный залог, подлежащий деятель и то, что он делает, поставьте после него. И задавайте вопросы или просьбы с модального глагола, чтобы это звучало менее прямолинейно. Я желаю всем отличных выходных. Пока.